Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 27 января, понедельник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля сообщила, что автомобиль с флагами террористов Хезболла приблизился к израильским силам, действующим на юге Ливана. По словам наших военных, транспортное средство террористов представляло угрозу. Армия обороны Израиля прокомментировала, что открыла предупредительный огонь, чтобы разогнать десятки протестующих, а также террористов Хезболла, представляющих угрозу нашим войскам. В это же время Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского огня на юге Ливана были лишены жизни 22 человека, еще 124 попали в больницы. Напомню, что войска Цаля останутся на юге Ливана и после истечения вчерашнего крайнего срока их вывода. Позже же стало известно, что сотни ливанцев, среди которых были и боевики Хезболла, пытались добраться до деревень на юге Ливана и осуществляли при этом провокации. Армия обороны Израиля продолжает действовать в соответствии с директивами политического руководства в нескольких районах Южного Ливана. В соответствии с соглашением Израилю не нужно выводить войска на 60-й день прекращения огня, а только после того, как ливанская армия развернется на юге Ливана, а террористы Хезболла отступят к северу от реки Литани. Напомню, что переговоры о продлении режима прекращения огня, чтобы обеспечить постепенный вывод войск Цаля, ведутся между политическими деятелями Израиля и Соединенными Штатами, а также между США и Ливаном. Позже же стало известно, что сотни ливанских мирных жителей, боевиков Хезболлы, которые пытались добраться до деревень на юге Ливана, в настоящее время не находятся вблизи границы с Израилем. Армия обороны Израиля еще раз заявляет, что наши войска открыли предупредительный огонь для устранения угроз. Солдаты также задержали нескольких подозреваемых. На юге Ливана продолжается столкновение между силами Цаля и местными жителями. Ливанцы игнорируют указания Цаля не приближаться к 60 населенным пунктам на юге страны. В опубликованных видеороликах видно, как местные жители несут флаги Хезболлы и портреты ликвидированных террористов, в том числе и Хасана Насраллы. В соцсетях делают репосты видео, на котором женщина также пытается остановить танк. Новости на Радио Мария. ООН заявляет, что жители Ливана все еще не могут безопасно вернуться в приграничные районы на юге Ливана, после того, как армия обороны Израиля заявила, что войска открыли огонь, цитирую, по сторонникам Хезболлы, пытающимся вернуться в деревни, из которых израильские военные не вывели свои войска. Стало ясно, что условия для безопасного возвращения граждан в свои деревни вдоль голубой линии пока не созданы, заявила координатор ООН по Ливану в совместном заявлении с главой миротворческой миссии ООН. Пока в Ливане армия обороны Израиля открывала огонь, 26 января хакерами была взломана система экстренного оповещения Цева-Адом в детских садах центра страны. Через систему транслировался вой сирен Цева-Адом, а также угрозы на арабском языке и иврите. Добавлю, что это система отдельного стационарного оповещения, которая устанавливается по алгоритму системы пожарного оповещения. Кроме того, как стало известно, что система той же компании, которую вчера атаковали хакеры, использовалась для массовой рассылки СМС-сообщений с угрозами. Об этом сообщает 12-й телеканал израильского телевидения. Национальное управление кибербезопасности Израиля сообщает, что хакеры получили доступ к системе управления частной компании, обслуживающей систему экстренных вызовов чрезвычайных служб в детских садах. Примерно 20 детских учреждений пострадали от хакерского взлома. Специалисты управления кибербезопасности Израиля рекомендовали администраторам городских систем, которые обслуживают тревожные кнопки, сменить свои пароли доступа.
Гражданам, получившим СМС-сообщения с угрозами, просто нужно игнорировать их, так как они не способны причинить вред вашим устройствам. Ответственность за эту атаку взяла на себя иранская хакерская группа. Напомню, что сирена C-Водом должна сработать не только в стационарной системе оповещения в садах, но и в оповещении в вашем телефоне. Если этого не происходит, в большинстве случаев это ложная тревога или хакерская атака. Главные новости Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что за последние 24 часа ей удалось отразить несколько угроз в секторе Газа. Войска ликвидировали члена ракетного подразделения палестинского исламского джихада после того, как он представлял угрозу. По данным армии обороны Израиля, в центральной части Газы было также скопление нескольких десятков подозреваемых, которые приближались к нашим силам и также представляли угрозу. На кадрах палестинских СМИ видно, что тысячи палестинцев собрались на прибрежной дороге в центральной части Газы, ожидая возможности вернуться на север сектора. В соответствии с соглашением об освобождении заложников, армия обороны Израиля должна была вывести войска из части коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа, и позволить палестинцам вернуться в северную часть Газы. Однако мы, Израиль, заявили, что не позволим жителям Газы добраться до севера сектора, пока Хамас не организует освобождение заложницы Арбель Ехуд, которую, напомню, освободят в ближайшее время. Кроме того, Хамас не предоставил список заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе прекращения огня, заложников, которые еще живы. Армия обороны Израиля предостерегает палестинцев от возвращения в северную часть сектора Газа с юга через коридор Нецарим, где по-прежнему размещены наши военные. Новости на радио Нария. Министерство иностранных дел Катара заявило, что Хамас освободит гражданскую заложницу Арбель Ехуд до пятницы этой недели вместе с 2 другими заложниками. Все это стало возможно после интенсивных переговоров, состоявшихся в течение последнего дня с палестинским исламским джихадом, который, как предполагается, удерживает Арбель Ехуд. Освобождение 3 заложников в ближайшие дни не заменит запланированное освобождение 3 других заложников в ближайшую субботу 1 февраля, согласно условиям соглашения. Это означает, что в общей сложности до субботы будет освобождено 6 заложников Хамас. Министр по делам диаспоры Амихай Шикли был вынужден отменить поездку в Европейский парламент в Брюсселе из-за угроз безопасности. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. По данным же премьер-министра Нетаньягу, решение было принято, цитирую, в свете конкретных предупреждений и в соответствии с указаниями сотрудников службы безопасности. Шикли должен был выступить в среду в Европейском парламенте на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, а также на мероприятии в бельгийской столице накануне вечером. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел собеседование с 3 высокопоставленными генералами, которых он назвал в качестве кандидатов на пост следующего начальника Генштаба армии обороны Израиля вместо Герци Алеви. Напомню, что кандидатами являются генерал-майор Амир Барам, нынешний заместитель начальника штаба, генерал-майор в отставке Ияль Замир, генеральный директор Министерства обороны, и генерал-майор Тамир Ядай, бывший командующий сухопутными войсками. Кац сообщил 3 генералам в отдельных собеседованиях, что роль начальника штаба заключается прежде всего в руководстве наступательной политикой по разгрому противника на всех фронтах военных действий. По данным офиса Каца, министр обороны выберет одного из 3 кандидатов уже в ближайшее время по согласованию с премьер-министром Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил короткое видео, в котором поблагодарил нового президента США Дональда Трампа за отмену запрета, введенного при Байдене, на поставку определенных видов боеприпасов в Израиль. Цитирую: «Спасибо президенту Трампу за то, что он сдержал свое обещание предоставить Израилю инструменты, необходимые для самообороны, противостояния нашим общим врагам, а также обеспечению будущего мира и процветания», говорит Нетаньяху. Напомню, что ранее Трамп сказал, что после того, как Джо Байден заблокировал поставку некоторых боеприпасов в Израиль, цитирую: «Мы их выпустили. Мы выпустили их сегодня, и они их получат. Они за них заплатили и ожидали их долгое время. Они были у нас на хранении», сказал Дональд Трамп. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Несколько палестинцев, имеющих польское гражданство, призывают власти страны арестовать министра образования Израиля Йоава Киша, который прибыл с визитом в Польшу на выходных, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения Освенцима. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля КАН-11. Заявители утверждают, что Киш, служивший летчиком-истребителем ЦАЛя во время обязательной службы в ЦАЛе и до выхода на пенсию в 2016 году, несет также ответственность за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, включая также гибель некоторых членов семей заявителей. Киш же ответил на сообщение и сказал, цитирую: «Я нахожусь в Польше, чтобы представлять государство Израиль на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима. Здесь я подчеркну мировым лидерам нашу приверженность памяти и урокам истории. Попытки палестинцев распространять ложь и искажать реальность не помешают мне изложить правду. Государство Израиль продолжит защищать своих граждан от смертоносного террора и упорно бороться за свое право на безопасность». Об этом сказал министр образования Израиля Йоав Киш. Общая служба безопасности Шабак направила израильским авиакомпаниям Эль-Аль, Аркия и Исраэль инструкцию, содержащую прямой запрет на посадку в аэропорту кипрского города Пафос. Все это по соображениям безопасности. Все рейсы израильских авиакомпаний, которые должны были лететь в Пафос, будут перенаправлены в Ларнаку. Напомню, что появился канал фейковых новостей Израиля, который использует графику наших новостей. Важно! На оригинальном канале Радио Нария на обложке видео должна быть надпись «Радио Нария» и название нашего канала «Радио Нария». Это гарантия того, что вы смотрите правильный канал. Остерегайтесь подделок. Также напомню, что у нас есть резервный YouTube-канал, и там указано, что это резервный канал Радио Нария. Один из палестинских заключенных отказался возвращаться в сектор Газа в рамках сделки по освобождению заложников в обмен на палестинских террористов из израильских тюрем. Мужчина был исключен из списка освобождаемых, и его заменил другой заключенный. Эксперты же считают, что многим террористам невыгодно выходить из израильских тюрем в никуда и начинать жизнь с нуля. Государство Израиль обеспечивает их трехразовым ежедневным питанием в 6 утра, в полдень и в 5 часов вечера. Например, так выглядит разнообразное меню террористов. Сейчас оно на ваших экранах. Во все обеды входят мясные блюда, в том числе шницель, сосиски и грудка индейки, а также рис, каша, картофель, разнообразные салаты и, конечно же, хлеб при каждом приеме пищи. Заключенный получает на завтрак чай или кофе, нарезанный хлеб с джемом или шоколадной пастой, белый сыр или творожный десерт. У входа в каждое крыло камер можно найти машину для изготовления кубиков льда, чтобы заключенные не пили воду комнатной температуры. Есть также и тренажерный зал и столы для пинг-понга. Настоящий рай в израильской тюрьме. К тому же, если заключенный плохо владеет ивритом, в тюрьме идеальное место потянуть свой иврит. Новости на радио Нария.
Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Подпишитесь на него уже сейчас. Если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах. Также ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. В поиске Telegram можно написать «Радио Нария» латинскими буквами. Так вы тоже найдете наш телеграм-канал. 80% зрителей Радио Нария смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Нам нужна ваша поддержка. Важно подписаться на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Спасибо и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Не забудьте оставить и свой комментарий. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, 28 января, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.